Этот снимок неоднократно проверялся различными специалистами, и они не обнаружили там никаких признаков фоторедакции, признав снимок подлинным. Отставной офицер британской полиции по имени Филипп Спенсер никогда не думал, что в одно прекрасное утро он столкнется с инопланетной сущностью и запечатлеет ее на свою фотокамеру. Это случилось 1 декабря 1987 года. Рано утром Спенсер покинул свой дом в Илкли, чтобы встретиться со своим тестем, который жил на другом конце региона. Илкли-Мур – горная вересковая пустошь и заповедник в Йоркшире. С большим разнообразием птиц, туристическими тропами и умиротворяющими видами. Основными его достопримечательностями являются валуны, украшенные затейливой резьбой, относящейся к бронзовому веку, а также он известен легендами о странных существах, бродящих в темноте, и таинственных огнях, пробивающихся сквозь туман. Место это расположено всего в нескольких милях от военной базы ВВС Великобритании Менвит, на холме, над которой как минимум несколько раз замечали НЛО. Было еще очень темно, когда Спенсер ехал по дороге мимо живописных пустошей, погруженных в густой туман. Рядом на сиденье у него лежала фотокамера, так как он надеялся по дороге сфотографировать местные пейзажи. Когда Спенсер проезжал мимо местечка под названием Уайт Уэльс, то он внезапно заметил сбоку на тропке странное существо с очень длинными руками, которые почти доставали до земли. Существо напомнило ему обезьянку в носках, популярную плюшевую игрушку. Что еще больше удивило Спенсера, когда он посмотрел в сторону этого существа. Существо шевельнулось и махнуло рукой, словно приветствовало Спенсера. В следующий миг мужчина схватил свою фотокамеру и успел сделать всего один несфокусированный снимок, прежде чем странная обезьяна куда-то исчезла. По словам Спенсера, у существа были большие черные глаза, заостренные уши и странно длинные руки. Он также описал его короткие ноги и ступни, на которых было всего по 2 пальца, что делало их похожими на раздвоенное копыто. То, что произошло далее, еще сильнее шокировало британца. Он выскочил из своей машины и побежал в ту сторону, где до того стояло существо. Он хотел получше его рассмотреть. Увы, он так и не нашел его, но зато увидел, как неподалеку из болот взлетел некий куполообразный объект и скрылся в темном небе. Спенсер был сбит с толку, потому что никогда не видел ничего подобного и даже мало знал об НЛО и иных паранормальных явлениях. Он продолжил свой путь, и когда приехал в деревню к тестю, то выяснил, что где-то потерял 2 часа своего времени. Сюда он приехал около 10 часов утра. А по его расчетам он должен был быть здесь еще к 8 часам утра. Куда пропали эти 2 часа, Спенсер не имел ни малейшего понятия. Поначалу он полагал, что существо на болоте ему привиделось, мало ли что может показаться в тумане. Но потом он решился проявить сделанное им фото и увидел на нем то самое существо. Оно было снято очень расплывчато, но можно было рассмотреть его контур. Позже этот снимок неоднократно проверялся различными специалистами, и они не обнаружили там никаких признаков фоторедакции, признав снимок подлинным. Эксперт по НЛО Найджел Мартимер еще раз исследовал фотографию Спенсера в 1998 году. «Я горел желанием провести этот анализ в течение многих лет. Мы также пытаемся сейчас вовлечь других людей и внимательно изучим доказательства. И дело не только в этой фотографии. В течение многих лет в этой местности поступали сообщения о странных явлениях. На прошлой неделе я разговаривал с некоторыми американцами, и они сказали мне, что считают этот случай Илкли второстепенным после дела Розуэлла в США как доказательство существования инопланетян», — говорил Мартимер. Однако после наблюдения и снимка странности Спенсера не закончились. После инцидента Спенсеру стали сниться странные сны, в которых он видел звездное небо. Затем он задумался, что могло с ним случиться за пропущенное время, и когда он посоветовался с парой уфологов, они посоветовали ему пройти сеанс регрессивного гипноза. Во время сеанса Спенсер вспомнил, что после того, как он сфотографировал это существо, оно не исчезло, а на самом деле подошло к нему совсем близко. «Я иду по болоту. Ой, тут довольно ветрено. Там много облаков. Подойдя к деревьям, я вижу кое-что, могу сказать, что оно зеленое. Оно движется ко мне. Ой, я не могу пошевелиться, я застыл. Оно все еще идет ко мне. И я все еще не могу пошевелиться. Я парализован, и все стало нечетким. А сейчас я плыву по воздуху. Я хочу спуститься. И эти зеленые существа идут впереди меня, и мне это не нравится. Я все еще не могу пошевелиться. Я вижу эту зеленую тварь передо мной.
Боже, я хочу спуститься. Там большое серебряное блюдце, в нем есть дверь, и я не хочу туда входить. Теперь все потемнело. Получается, что эти существа похитили Спенсера и унесли на свой корабль. Далее Спенсер вспомнил, что его исследовали внутри корабля, и эти зеленые существа потом показали ему фильм о катастрофе, которая случится на Земле, если люди не остановят рост населения и загрязнение окружающей среды. После этого его вернули обратно на болото, заблокировав его воспоминания о похищении. В последующие годы Филипп Спенсер не заработал славы и денег этой своей историей и фотографией. Он один из немногих похищенных, которые предъявили доказательства, подтверждающие его встречу с пришельцами.